Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я готовлю вкуснейший крем для начинки тортов «Лакомка» со вкусом легендарного, всеми любимого советского мороженого «Лакомка». И готовится он очень просто, из очень простых ингредиентов. Этот рецепт крема я вывела уже давно, много лет назад сама, и постоянно им пользуюсь. Вот такая у него превосходная консистенция. Вы можете украшать им капкейки, пирожные и наполнять также пирожные. И сегодня во второй части видео я вам покажу, как же утилизовать остатки бисквитов. Очень много вопросов, поэтому именно по этой теме ко мне поступает. Итак, что же нам нужно для крема «Лакомки»? Мало очень ингредиентов, и очень они все простые. Здесь у меня 500 мл сливок, очень хорошо охлажденных. 500 грамм также это одно и то же. Очень хорошо охлажденные, они у нас 33% жирности. Дежа миксера также должна быть холодная, конечно же. Также нам нужно 300 грамм творожного сыра, 250 грамм творога у меня пастообразный, ванильный сахар, сахарная пудра и 200 грамм шоколада, не менее 39% содержания какао. То есть от 40 до 50% содержания какао должно быть. Не меньше и не больше, иначе крем уже будет горьким, если более горький шоколад добавить. Все это уже испытано на собственном опыте многократно. Итак, начинаем слегка взбивать наши сливки на маленьких оборотах миксера. Я добавляю туда 16 грамм ванильного сахара, вы можете 15 грамм добавить. Мне просто удобно, у меня по 8 грамм пакетик. И ввожу туда 100 грамм сахарной пудры просеянной. Не нужно брать больше пудры, иначе крем будет приторный. Кажется, вроде как много ингредиентов и всего 100 грамм сахарной пудры. И этого достаточно. Шоколад имеет тоже сладость. И достаточно, вполне. Сливки, если у вас менее 33%, 30%, вы можете по желанию добавить, если вы видите, что они у вас не взбиваются, добавить загуститель. У меня 33%. Сейчас мой шоколад я буду разогревать импульсами в микроволновой печи. Также вы можете его разогреть на водяной бане. Мне удобнее в микроволновке. Я разогреваю, и где-то температура у него должна быть 35 градусов. Он должен быть такой жидкой консистенции. Сейчас я все это буду показывать. И где-то 35 градусов. Меньше не надо и больше не надо. Если будет меньше температуры, он просто будет комками у нас идти потом в креме. Сливки у нас взбиваются. По сливкам я уже сказала, если у вас маленькая жирность сливок, 30%. Не бойтесь, добавьте по указаниям на инструкции от производителя, добавить туда просто немножко загустителя для сливок. Сливки мои взбились практически. Сейчас я буду вводить туда творожный сыр. Это сыры типа Альметте, Хохланд. Это не маскарпоне, не Филадельфия у меня. Маскарпоне вообще туда я бы не стала брать. У маскарпоне есть специфический привкус. Здесь у меня для девочек, кто живет в Германии, обычный фриш-кейзе, который продается во всех магазинах. И именно здесь доппельрамштуфе у меня, то есть двойная жирность, да, кто вот в России живет. То есть не нужно, единственное, что я здесь могу сказать по нему, не нужно брать сыр творожный, как бы диетической консистенции, чтобы он был обезжирен. Здесь у нас сливочный, очень вкусный крем. Мы здесь не стараемся добиться какого-то диетического десерта. Наоборот, мы делаем вкус советского сливочного мороженого «Лакомка». Об этом не нужно забывать. Отдельная здесь тема – это творог. Здесь он у меня 9% пастообразный. Кто, девочки, в Германии живет, это Спайзекварк 40. Кто в России, у кого нет такого пастообразного, берите, пожалуйста, обычный 9% творог, пробейте его блендером или пропустите через сито, чтобы не было крупинок. Творог должен быть свежайший, без кислинки. Если у вас творог кислый, не делайте этот крем, он туда не пойдет, у вас будет кислинка в креме. То есть кислинка в креме нам не нужна. Сейчас я буду вводить, я просто включила на полный обороты миксер. Я просто для того, чтобы размешать все мои вот эти вот пастообразные продукты.
творожный сливочный сыр и творог. И на средних оборотах миксера я вливаю туда вот такой струйкой весь мой шоколад, 200 грамм, 39% какао содержания здесь в моем, ну, в принципе, это 40% в моем шоколаде. И смотрите, перемешиваю я только до той поры, как я ввела весь шоколад. Больше здесь взбивать ничего нельзя, иначе нарушится консистенция крема. Сейчас я все покажу, что я имею в виду. Ввели весь шоколад, слегка еще раз это перемешалось, и на очень маленьких оборотах, просто вот так вот, я выключаю уже это все. И остаток я буду просто промешивать лопаткой силиконовой. Консистенция у крема плотная получается благодаря тому, что шоколад ввели. Не бойтесь туда вливать шоколад, никуда ваш крем не разжижится, это проверено уже многолетним опытом. Нам нужно добиться именно той консистенции, чтобы были такие микровкрапления шоколада, так же, как и в глазури у советского мороженого лакомки. Именно вот эти вкрапления и будут давать вот этот незабываемый вкус. Кому нужно более низкокалорийные такие кремы с шоколадом, у меня, я оставлю ссылку в описании, это основной базовый рецепт творожного крема. И там я также делаю при вас также итальянский крем на творожной основе с крупинками, с большими крупинками шоколада страчателла. И вот там уже будет более низкокалорийный он и такой творожный у него, у того крема вкус. А здесь же нам нужно добиться именно сливочного вкуса. Крем мой готов. Сейчас я вам покажу его консистенцию. Как же он у нас выглядит вблизи. Видите, он плотный, этот крем получается такой. Ну, конечно же, покрывать торт я бы им не стала. Это начиночный крем. И можно украсить домашний тортик. Видите, вот я сейчас ближе показываю, такие мелкие-мелкие частички шоколада в нем есть. Так же, как это и есть в мороженом, в глазури лакомки. Также мелкие вот эти крупиночки всегда есть. Сейчас я покажу, как из кондитерского мешка, из насадки. Большая у меня здесь звездочка, это больше, чем М1 насадка, еще крупнее. Нету на ней номера. Вот так вот можно, в принципе, украшать этим кремом капкейки и тортики для домашнего чаепития. Видите, да? Крем практически вот по вкусу, как мороженое лакомка. Вместе, когда мы его откусываем, вместе с глазурью, естественно. Очень вас прошу обратить внимание на ваш творог для этого крема. Если у вас кислый творог, не начинайте с ним делать этот крем. Крем будет кислить. Творог должен быть свежайший и идеальный. Очень много разновидностей творога без кислинки. Сейчас я вам покажу, как же эта лакомка смотрится в разрезе торта. Мы не так давно выпекали на моем канале вот такой полосатый торт. И я где-то с полгода назад делала такой торт для домашнего праздника. И там у меня есть фото просто разреза. Очень извиняюсь, что не успела здесь отснять именно сборку такого торта. Но тут и так все понятно. Для пропитки я брала на сгущенке пропитку. Напишу в описании. Вот такой разрез красивый. Именно с кремом лакомка. Вот такой был тортик с пионами, с желтой серединкой. Как я тогда объясняла, что будем еще такие на канале делать. И вот такой шикарный разрез. Полосатый бисквит и крем лакомка. Теперь вторая часть нашего видео посвящена утилизации обрезков бисквита. Что же мы из них сделаем? Я взяла 250 грамм обрезков от прямоугольного бисквита, когда я собирала торт-букет. Вот так вот просто в такой крупной емкости, в ней удобнее, конечно, работать всегда, и вам советую также в ней же работать, в какой-то большой емкости. И наш крем-лакомка, который мы только что приготовили, я сейчас буду делать пирожная картошка. Кейк-попсы, как хотите назовите. То есть основу я такой буду делать. 120 грамм крема на 250 грамм крошек бисквита. Бисквит этот без разрыхлителя. Естественно, ссылку на его рецепт я оставлю в описании к данному видео. Там на все формы расписано у меня в описании. Сейчас я добавлю уже окончательную порцию крема. Здесь 17 грамм мне еще не хватает для 120 грамм, до 120 грамм. И я перемешаю все это просто рукой. Никакие миксеры здесь не нужны. Конечно же, я уверена, что все вы уже давно знаете рецепт классической картошки по ГОСТу. Поэтому я не стала даже на нем останавливаться. Он известен уже всем и очень давно. Поэтому я показываю сегодня
именно с кремом лакомка, как можно сделать вкуснейшее пирожное картошка. Также кейк-попсы. И даже, на мой взгляд, и по консистенции, вот именно с такими на сливочно-творожной шоколадной основе кремы, они дают более гибкую и гладкую консистенцию именно вот у этих кейк-попсов и пирожных картошка. Посмотрите, как она хорошо у нас формируется. Здесь есть небольшое количество шоколада, мы только что готовили этот крем, поэтому, конечно, картошечки немножко такие загоревшие у нас. И не бойтесь здесь попробовать сделать. Многие меня засыпали вопросами, что делать с остатками бисквитов. Поэтому вот я показываю. Вы можете это оставить для домашнего чаепития. Можете, как такой небольшой презентик, сделать для своих постоянных заказчиков, угостить кого-то, тех же коллег на работе. И все вам будут очень и очень благодарны. Также бывает немножко крема остается. Посмотрите, какой шарик для кейк-попса формируется шикарный. Из нашей массы, из крема лакомка в данном случае, и наш бисквит без разрыхлителя, который я выпекала на противень при вас. Вот так вот я формирую сердечко. Очень пластичная масса получается именно с такими кремами. Также можете с кремом Рафаэлло сделать. Есть на моем канале также рецепт, я оставлю ссылку в описании. Видите, какое гладкое однородное сердечко получается. Идеальная основа для кейк-попсов. Сейчас я показываю вариант, как я иногда люблю побаловать своих близких вот такой ореховой картошкой. Здесь я взяла измельченный фундук. Вы можете любой ваш любимый орех брать. Мы любим фундук, поэтому я часто что-то с ним делаю. И просто я вместо какао взяла, вместо классического варианта обваливать в какао эту картошку, я просто ее также покрываю вот именно фундучной крошкой. Здесь я взяла какао-напиток, который быстро растворимый, мгновенно растворимый, он уже здесь с сахарной пудрой. И я всегда так делаю картошку очень быстро, и не нужно заморачиваться. А если у кого-то нет такого напитка, вы можете взять 1 к 1 какао-порошок и сахарную пудру. И также обвалять вашу картошечку. И также сердечко очень хорошо поддается. И наш шарик. Когда вы будете, если делать кейк-попсы, можете взять на заметку себе. Украшаю просто фундуком. Вот когда мы вот так вот эту картошку обваливаем именно в ореховой крошке, получается нежнейший ореховый вкус. То есть не забивает он вкус пирожного, но такая легкая ореховая нотка присутствует. Также можно и с кокосовой стружкой сделать, и с миндальной, и на ваш выбор. Вот такие вот пироженки получаются. Из 250 грамм обрезков бисквита и 120 грамм крема. Я очень надеюсь, что это видео было для вас, для всех полезным. И сейчас я вам показываю, как в разрезе выглядит наше пирожное. Мне кажется, что даже оно более гладкое и однородное, нежели по ГОСТу это пирожное получается, вот по тому рецепту ГОСТовскому. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в новых видео.